Приветствую, дорогие мои! Вы любите покупать вещи на Авито? Я вот люблю. А еще я с недавних пор занялась коллекционированием виниловых пластинок, и с еще более недавних пор подсела на Битлз. Так вот, касательно Авито. По результату нескольких удачных опытов покупки пластинок с рук на Авито, по закону жанра меня должен был настигнуть и неудачный опыт, как гром среди ясного неба. Что иронично, в тот день была абсолютно ясная и теплая погода. Добро пожаловать в цирк уродов! Сегодня у нас выступают атлет на анаболиках, ака «Вкус меда», советский сборник мелодий, лицензированный, 1986 года выпуска. Купленный за 100 рублей на барахолке в какой-то рандомной библиотеке моей хорошей подругой, у которой я потом эту пластинку благополучно выкупила. И фонящий гремлин, револьвер. Официальное европейское новое издание 2012 года, ремастер, тяжелый винил, продавался на Авито за 3000 рублей. Бэушный, но с заявлением, что он прослушивался всего 3 раза и практически в идеальном состоянии. В аудиофильском сообществе подобное называют near mint, то есть почти идеальный, практически должен звучать, как будто его только из коробки достали, вот прям не хрустит, не трещит, ничего. Почему я назвала его фонящим гремлином? Сейчас узнаете. Давайте сравним, давайте послушаем, как звучит прошедший через хрен знает сколько рук огрызок мелодии, который старше меня почти в 2 раза, и как звучит настоящий качественный новодел, который вот всего 3 раза на проигрыватель ставили, хранили в конвертике, не трогали, продали за круглую сумму. Первый у нас пойдет «Вкус меда», конечно, потому что, нам ведь надо сравнить, нам надо услышать, насколько новый винил, за которым тот милый на вид парень с Авито хорошо с его слов ухаживал, звучит лучше и чище, чем вот это старье совковое. Итак, собственно, вот моя верная лошадка. Это у нас премьера ЭКБТ. Просто, дешево, но годно. Да, это считается проигрыватель для начинающих, но я, собственно, начинающий. У меня был бюджет не 100 тысяч миллионов, но за свои деньги премьера у нас на рынке считается лучшей. Вот, меня устраивает на данный момент. У нас на борту базовый картридж AT3600. И сейчас готовьтесь внимать. Я подключу ее прямо к компьютеру, поэтому будете слышать все в отменном качестве, не через колонки, а вот прям вот напрямую. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do, do-do-do-do. Yours was the kiss that awoke my heart. There lingers still, though we're far apart, that taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter than wine. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Ну, собственно, вы сами слышали. Для тех, кто не шарит, если пластинка хрустит на тихих моментах, но этот хруст не перекрывает музыку, тогда это можно назвать very good plus. Такая оценка. Если хруст перекрывает музыку, это уже не very good plus, это very good минус скорее.
То есть это не стоит 3000 рублей, потому что дальше все песни почти до самого конца первой стороны вот так вот хрустят и в некоторых моментах даже сильнее. В общем, слушать такую пластинку удовольствия было мало. Ну, то есть, если совсем никак, то, наверное, да, но это не 3000, ну, ёкарный бабай. Вот, пожалуйста, 3 прослушивания, честное слово. Да скорее 53. Это даже близко не Нирминт, а заявлялся Нирминт, если что. Ну, то есть, получается, что советская пластинка 1986 года, купленная на барахолке за 100 рублей, в лучшем состоянии, чем новодел 2012, купленный за 3000. Мне кажется, так не должно быть. Я ввиду своей пока что неопытности, видимо, осмотрела пластинку не так внимательно, как следовало. Продавалась она под предлогом, что вертуха сломалась. Я подумала, что, раз сказал, что всего слушал 3 раза, то что может быть с ней? Что может быть от 3 прослушиваний? Видимо, он забыл упомянуть, что между этими 3 прослушиваниями он гонял ее ногой по полу, использовал как подставку для кофе, как стиральную доску, возможно, как фрисби для собаки. Я царапины как бы увидела, но я подумала, что это так называемые поверхностные царапины, потому что, они бывают разные. И вишенка на торте. Товарищ прям клялся и божился, что никакого треска и шума не было, что вот он слушал ее 3 раза, все 3 раза она звучала идеально, потом он ее в конвертик положил и больше не доставал. И я ему пишу такая с заявлением, типа, что за нафиг? И он мне говорит: а может быть, это вы ее поцарапали? Я что сделала? Я пришла домой, я ее достала из конверта, в котором она лежала, протерла антистатиком, поставила на проигрыватель. Поехали и нате счетчик Гейгера. Элеонор Ригби у нас, оказывается, в свободное время ликвидатором на Чернобыльской АЭС подрабатывала, а я не знала. Он какой треск, беги от нее за 3-9 земель, а тут жопа зеленую светиться начнет. Если вам интересна история того, как я пыталась разобраться с этим продавцом, который, может быть, реально слушал ее 3 раза, но слушал на каком-нибудь советском чемодане, все остальное время гонял по полу и использовал как стиральную доску, то я не буду утомлять вас долгим рассказом, я просто оставлю скриншоты, вы поставьте на паузу, почитайте, если вам интересно. Товарищ совершил одну маленькую стратегическую ошибку. Он наебал ютубера. Чел, если вдруг звезды так сошлись, что ты это смотришь, то я надеюсь, что помимо тебя этот видос смотрит еще какая-нибудь колдунья, и что она нашлет тебе порчу на понос. Я предлагала решить вопрос максимально по-мирному. Ты пошел в открытый наезд, продолжая повторять, как попугай, что ты не хочешь ругаться. Тут результат только один, друг мой. Ты будешь срать. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм, я там всякие интересные штучки выкладываю, про пластинки в том числе. Бай! I broke a heart.